Ученые решили тщательно исследовать Чернобыльский лес, собрав команду специалистов, охотников за знаниями и природной красотой. Этот проект был задуман не только как исследование, но и как способ понять, как катастрофа 1986 года изменила экосистему региона. Они ожидали увидеть пустыню, заполненную радиацией и мертвыми деревьями, но то, что они там обнаружили, потрясло весь мир. 25 апреля 1986 года на территории современной Северной Украины произошла самая страшная в истории ядерная авария. Взорвался и сгорел реактор на Чернобыльской атомной электростанции. Это был самый трагический момент в истории ядерной энергетики, который оставил глубокий след как на людях, так и на природе. Села были покинуты, дома оставлены, а жизнь остановилась. Сегодня, спустя почти 40 лет после катастрофы, по оценкам ученых, зона вокруг бывшей АЭС останется непригодной для жизни в течение следующих 20 тысяч лет, создавая фоновый мрак страха и ужасных воспоминаний. Однако, несмотря на эти ужасающие прогнозы, природа оказалась гораздо более стойкой и приспособляемой, чем можно было ожидать. Из-за катастрофы огромные территории вокруг атомной станции стали зоной отчуждения, где практически нет людей. Эта изоляция дала природе возможность восстановиться, и за последние десятилетия эта территория превратилась в уникальный заповедник для диких животных, один из самых больших в мире. Защитная гримаса разрушенного человеческого присутствия позволила животным вернуться и занять свои былые места в экосистеме. Недавно ученые запустили проект, целью которого было узнать как можно больше о фауне этого мистического места. Оказалось, что отсутствие людей повлияло на животный мир гораздо больше, чем радиация. В Чернобыльской зоне были обнаружены представители фауны, которых там не наблюдали уже больше века. Удивительно, но за последние 30 лет количество животных в зоне отчуждения возросло в разы, что позволяет утверждать, радиация не так пагубно влияет на фауну, как вмешательство человека. Исследования показали, что в чернобыльских лесах значительно возросло количество диких кабанов, косуль и лисиц. Косули начали прятаться среди высоких трав, создавая свою маленькую армию из грации, в то время как кабаны бурно размножались, и их свиньи встречались практически на каждом шагу. Кроме того, здесь были замечены редкие животные, такие как европейская рысь и бурый медведь. Профессор университета города Портсмут Джим Смит в восторге от увиденного признал, что авария, несмотря на все свое разрушительное воздействие, в итоге создала уникальный заповедник. По его словам, «Мы не говорим, что радиация — это хорошо, но отсутствие человеческого влияния позволило популяции животных увеличиться в разы». Действительно, Чернобыльская зона превратилась в уникальное место, где животные смогли воссоздать полноценные популяции, не боясь вмешательства человека. Ученые даже смогли заснять на видеокамеру очень редких лошадей Пржевальского. Эти прекрасные создания чувствуют себя здесь прекрасно, дикими порывами резвят среди зеленых просторов, а их численность продолжает расти с каждым годом. По данным экспертов, в зоне отчуждения сейчас обитает в 7 раз больше волков, чем в близлежащих заповедниках. Волки, в свою очередь, стали озорными охотниками, развив не только свою численность, но и хищнические навыки, которые помогли им беспрепятственно охотиться на кабанов и косуль. Кроме того, некоторые виды птиц начали возвращаться в зону отчуждения, устраиваясь гнезда вблизи разрушенных зданий и на деревьях, которые, конечно, теперь никто не вырубает. Это было своеобразное торжество жизни, которое возвращалось и снова обживало мертвую землю. Птицы трели веселых песен наполняли атмосферу. Их крики напоминали о том, что жизнь все еще продолжалась, несмотря на произошедшие катастрофы. Это еще раз подтверждает, что даже в условиях радиационного загрязнения природа находит способы выживания и размножения. Однако, конечно, не все так идеально.
Например, исследователи обнаружили снижение количества полезных бактерий и необычные мутации среди некоторых видов дикой природы. Эти проблемы продолжают быть актуальными, и ученые работают над изучением таких изменений, надеясь успеть выявить возможные последствия и сохранить это уникальное место. Тем не менее, отсутствие человеческой деятельности вокруг закрытой атомной станции создает условия для процветания диких животных, и это стало уникальным феноменом не только в Чернобыльском регионе, но и во всем мире. Чернобыльская катастрофа оставила многих домашних животных без хозяев. Люди покинули эти места, оставив питомцев, что создало свои исторические повороты. Одни из них погибли, другим удалось приспособиться к жизни без людей. В Чернобыльской зоне, возле села Лубяны, ученые обнаружили уникальное стадо диких коров, за которыми активно наблюдают уже в течение 3 лет. Эти коровы прекрасно обходятся без участия человека и смогли создать свою собственную систему существования. Стадо состоит из потомков тех коров, которые были брошены на произвол судьбы. Они являются быками и коровами в 4 или 5 поколении, и их эволюция была долгим и сложным процессом. Благодаря продолжительному времени жизни на воле в стаде установилась строгая иерархия. Сейчас самым главным быком является огромный самец, который потерял 1 глаз в сражениях с хищниками, что делает его образом силы и стойкости. Этот бык не изгоняет остальных самцов из стада, если они не трогают его самок. 2 больших быка стоят рядом, следят за окружающей средой, становясь своеобразными стражами спокойствия своего стада. Быки стали своеобразными боевыми единицами и помогают стаду защищаться от хищников. Они научились отбиваться от стай волков, встав в плотное кольцо, внутри которого находятся телята и коровы, образуя неприступную преграду. Генетика и борьба за выживание полностью изменили этих животных. Теперь их образ жизни гораздо ближе к их предкам, диким турам, чем к современным домашним коровам. Удивительно, что такие изменения произошли всего за несколько поколений. Последний тур, дикий предок современного крупного рогатого скота, умер в лесах Польши около 1627 года, и с тех пор домашние коровы уже слишком долго были оторваны от своей диковинной родственности. Ученые не могут поверить, что коровы так легко адаптировались к жизни без людей и в сложной экосистеме. Теперь они выполняют важную функцию в Чернобыльской зоне, поддерживают ландшафт местности, по сути являясь живыми газонокосилками, которые своим пастбищным поведением способствуют поддержанию экологического баланса. Эти сильно изменившиеся домашние животные научились переносить даже суровые зимы, разрывая снег копытами в поисках пищи и находя укрытие в полуразрушенных коровниках. На сегодняшний день в стаде насчитывается около 20 особей. В отличие от домашних стад, которые пасутся на больших лугах, эти коровы держатся у лесных опушек, где им легче защищаться от волков. После всего увиденного ученые пришли к поразительным выводам. Несмотря на сильное радиационное загрязнение, территория вокруг Чернобыля оказалась более комфортной для животных, как диких, так и бывших домашних, чем любая другая территория на планете, где присутствует человек. Природа восстанавливается и процветает там, где нет человеческого вмешательства, и это дало надежду на решение экологических проблем во всем мире. Это открыло новые возможности для исследования вопросов о том, как человеческая деятельность влияет на природу и какая роль у животных в этом уравнении. История Чернобыля стала не только напоминанием о человеческом недостойном поведении, но и символом упорства природы. Это дает надежду, что даже после самых разрушительных катастроф природа сможет восстановиться, если предоставить ей такую возможность. Дорогие зрители, если вам понравилась эта история, обязательно поставьте палец вверх и поделитесь этим рассказом со своими друзьями. Если вы впервые на этом канале и еще не подписаны, рекомендую подписаться прямо сейчас, чтобы не пропустить очередную захватывающую историю.